Em biết và em biết ngày mai anh đột ngột trở về, đôi vai gầy và đôi mắt sâu, tóc đã điểm màu da đã năm màu sương gió. Bởi chiến tranh, bởi chiến tranh không phải cho đùa. Rồi từ đó em nhận ra anh, từ đó em nhận ra anh không phải trong thơ, không phải trong mơ. Em trồm dậy chạy đến rồi khóc. Anh người chiến sĩ và chiếc áo năm tháng dài dầu. Anh người chiến sĩ và chiếc áo mưa nắng bạc màu. Đôi tay bằng khoăn nâng cành hoa tím và anh nói tặng em mùa xuân. Ôi ngày ấy sẽ đến, ôi ngày ấy sẽ đến, anh sẽ về phải không anh? Đừng say em biết ngày mai anh đột ngột trở về, đôi vai gầy đôi mắt.
Вот, пожалуйста. Крышка. Что это значит, крышка? Позиция? Классическая. Во Вьетнаме европейские шашки не приняты. Я плохой игрок. Поживем, увидим. Это американский разведчик, плохая примета. Бейте. Так? Да. А мы вот так. Я, товарищ фон, всего лишь инженер-строитель. В отличие от вас, академии не заканчивал. Но в стратегии тоже кое-что кумекаю. Играйте. Кумекать? Что значит? Кумекать – это значит соображать. Я в армии сапером был. Так нас учили. Сапер ошибается один раз. Ясно? Сапер кумекает один раз. Это как это? Погодите. Погодите, я не в ту сторону побил. Вот привязались, из-за них прошляпил. Я перехожу. Вот так. Теперь они не отстанут. Я их знаю. Надо сходить к капитану, узнать, в чем дело. Внимание! Говорит капитан. Всему экипажу приказываю на действия американцев не реагировать. Заниматься своими обязанностями. Повторяю. Всему экипажу приказываю на действия американцев не реагировать. Заниматься своими обязанностями. Всем уйти в надстройку.
Интересуется, куда следуем. Ответ: следуем по назначению. We are going to Haiphong Seaport. Спрашивают, что на борту. Генеральный груз. We have general cargo on board. Хотят знать, везем ли мы ракеты. Скажи просто нет. No, we don't have. Приказывают сбросить обороты. Желают проверить и убедиться в этом сами. Не имеют права. Это нарушение международного соглашения. You violate international agreement. Отвечают, во время войны права диктует сильнейший. Их нельзя обвинить в избытке скромности. Приказывают остановиться. В противном случае открывают огонь. Вот теперь им пора ответить по-русски. Боюсь, не поймут. Тогда спроси, надо ли их понимать так, что от имени президента США они объявляют войну Советскому Союзу? Should we consider your reply as if you had declared war against the Soviet Union on behalf of the President of the USA? Советуют хорошо подумать. Неповиновение может обойтись нам очень дорого. Полный вперед!
Что, Юрий Владимирович? Рано мы праздновали победу над 7-м американским флотом, а? Не оставят они нас в покое. Извините, пожалуйста. Фонг, вас к телефону. Разгружаться идем в Холонг. Фонг! Алло! Фонг! Май, это я, Май. Ты меня хорошо слышишь? Да-да, а ты? Я тоже. Как у вас дела, Фонг? Нас заблокировали американцы. Мы идем к другому причалу. Мы уже знаем. Вы встанете на рейд и вас разгрузят ночью. Ты здорова? Да, у нас все нормально, не беспокойся. А у тебя? У меня тоже. Как сын? Хорошо. Он со мной, Фонг. Ты можешь с ним поговорить, позвать? Конечно. Фук так вырос. Очень похож на тебя. Давай его сюда. Сейчас, Фук, иди сюда. На. Скажи папе здравствуй. Здравствуй. Здравствуй, Фук. Я твой папа, ты меня слышишь? Папа! Ты где? Я здесь, на корабле. Я к тебе скоро приеду. Твой корабль большой? Очень. Я тебе потом покажу его. Что с тобой? Почему ты молчишь? До свидания, папа Фонг. Дай мне трубочку, сынок. Фонг, ты меня слушаешь? Все, нам пора прощаться, рация нужна. Ты не переживай. Вот увидишь, Фонг, все образуется. Он очень скучает, я знаю. И я тоже. До свидания, Фонг. Если будет возможность, я обязательно приеду к тебе. Что случилось? Я для сына чужой. Так это же естественно. Он же родился, когда ты был в Союзе. Так?
У него еще будет время привыкнуть к тебе. Пошли. Вот жизнь, а. Будто и войны нет. Капитан, похоже, разгрузились нормально. Вроде так. Жаль, что вы не сможете побывать у меня в гостях. А это уж Илья, он тут остается. Ну что ж, пора на корабль.
Давай! Внимание! Внимание! Приказываю всему экипажу. Говорит капитан. Говорит капитан. Приказываю Покинуть судно. Приказываю всему экипажу немедленно покинуть судно. Внимание! Говорит капитан. Говорит капитан. Приказываю всему экипажу немедленно покинуть судно. Покинуть судно. Пошли, пошли. Илья! Бросай все, уходим! Юра, уходим! Быстро! Приказ капитана! Поздно! Уходим! Капитан, надо уходить. Самолеты могут прилететь снова. Здравствуйте. 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 О гибели вашего сухогруза уже известно Хайфонскому горкому. Вам выслан автобус, который встретит вас на дороге и доставит в консульство. А пока умойтесь, переоденьтесь. Пожалуйста. Спасибо. Большое спасибо. Отдыхайте. Спасибо.
Cho em đôi mắt sáng để nhìn đời và để riêng đời cho em đôi mắt màu đen để thương để nhớ Стойте! đôi mắt em Май, Фонк, là bài hay nhất, là lời ca chưa dứt, là tuyệt tác của thiên nhiên. идем. Это Илья. Он приехал к нам строить мосты. А здравствуйте. это Май, моя жена. Знакомься, капитан Шухов. Очень приятно. Здравствуйте. Ваши моряки все в автобусе, в консульстве вас ждут. А, автобус там. Идемте. Тогда я прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Илья, а ты с нами? Вы, наверное, читали? По нашей стране ездит американская актриса. Меня попросили ее подвезти. Знакомьтесь, Фон. Очень приятно. Кэт Фрэнсис. А это Илья. Кэт Фрэнсис. Илья Крутин. Кэт прошла нашу страну тропой Хошимина с юга на север. Я рад, что вам удалось увидеть все здесь своими глазами. А это не просто. Извините, я попрощаюсь с капитаном. Ну, Фук! Там Фук! Товарищи ополченцы, доставить раненых на пункт первой помощи. Фук! 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 Да пусти ты! Пусти! Да пустите же вы меня! Фук!
Илья, как же так? Три дня назад американцы объявили блокаду Хайфона, заблокировав минами все входы и выходы из порта. Соединенные Штаты предложили всем иностранным судам покинуть воды Хайфона в течение 3 дней. Они предупредили, через 3 дня мины начнут взрываться. Сегодня обратно ушли неразгруженными японские и английские корабли. Моряки Советского Союза, Польши и ГДР остались. Большую помощь оказывают нам добровольцы. Созданные нами специальные отряды ополченцев ведут регулярный подсчет сбрасываемых американцами мин. Сколько они сбросили мин? По грубым подсчетам, около 1000. Расчет американцев прост. Хайфон единственный сейчас ворота, которые связывают нас с внешним миром. Без оружия, горючего и продовольствия, отправляемых из Хайфона по тропе Хошимина, партизаны юга будут обречены на смерть. Разрешите мне? Пожалуйста. Я считаю, в первую очередь, мы должны эвакуировать всех оставшихся детей. Так. Далее. Работу основных предприятий нужно перевести на ночное время. И, наконец, немедленно разминировать залив и порт. Одна из мин упала вот здесь, у берега. Необходимо ее обезвредить. Товарищ Фонг, делать это придется вам. Есть. Вы здесь пока единственный, кому это можно поручить. Простите, но вы, конечно, представляете, что это значит. Да. 90% смерть. 99. Но если у него будет толковый помощник, то только 50. Вы знаете такого толкового? Да. Кто это? Это я.
Вообще, движение корабля над миной, в ней срабатывает датчик. И она взрывается. А у этой мины своя особенность. Она срабатывает только после трехкратного прохождения. Но есть и другие варианты. Спасибо, товарищи. Спасибо. Так, слушаю ваши предложения. Есть одна мысль, но рискованная. Провоцировать взрывы сознательно. То есть? У нас есть малые катера. Носиться над минами по заливу на большой скорости. Наивно. Малых катеров у нас не больше 20. А американцы ежедневно сбрасывают до 100 мин. Чтобы обезвредить все, потребуется столетие. Нельзя и бездействовать. Этими катерами мы очистим дорогу от мин кораблям, застрявшим на рейде. Да. Правильно, у нас нет другого выхода. Вы подберите добровольцев. Поручаю вам возглавить отряд по разминированию порта и залива. Есть. А комиссии думать. Искать более серьезный и безопасный способ. Рисковать людьми мы не имеем права. И решать это надо в самый кратчайший срок. Удачи. Счастливо, Фанк.
Где мой сын? Прошу тебя, верни его. Что теперь с нами будет? Где мой сын? Здравствуйте. Добрый день. Вы в гостинице? Да, в гостинице. Не возражаете, если вместе? Конечно. Поразительные люди. Они так спокойно переносят свои беды. Не думаю. У них просто нет другого выхода. 30 лет их заставляют воевать. За это время выросло целое поколение, которое кроме войны ничего не видело. Они не представляют себе другой жизни. Понимаете? Пожалуйста. Спасибо. А что вас заставило приехать сюда? У меня дома двое ребят. Лёша и Ваня. Лёшке 7, а Ване 5. Но мы чаще воспитываем их словами, читаем им книжки. Они требуют от нас поступков. Поступков. А вы надолго? Я строитель. Строю мосты, а их здесь много разрушенных. Я слышал, вы уезжаете. Да, завтра домой. У меня там тоже дочь. Что это? Сегодня утром саперы очистили вход в порт от мин. Это гудки в знак благодарности им. Илья! Еле тебя нашел. Привет. Здравствуй. Ну как дела? Нормально. Как у тебя? Все в порядке, все нормально. Ну что, сколько сейчас времени? Нас ждет Май. В 2 часа конференция. Едем? Едем. Товарищ Зум, можно вас на минуточку? Хорошо. Будьте добры, я еду с другом, а вы остаетесь за меня. Договорились? Вот чертежи. Пошли. До свидания. Успеем? Не волнуйся. Едем.
Ваше имя? Рой Джонс. Место рождения? Штат Индиана. Образование? Высшее. Где были сбиты? На юге Вьетнама. Ваша прежняя профессия? Профессиональный спорт. Кто ваши родители? Отец врач, мать преподаватель музыки. Вы женаты? Да. Как вы думаете, почему американские летчики назвали эту землю координатами смерти? Потому что эта проклятая земля для многих из нас стала могилой. Как вас зовут? Джек Паттерс. Сколько вам лет? 30. Думали ли вы стать военным летчиком? Нет, я увлекался архитектурой. Что вам помешало осуществить свою мечту? Война. Ваш любимый писатель? Фолкнер. Сколько у вас вылетов? Около 40. Где были сбиты? Винлин. Это на юге. У вас есть дети? Дочь. Ваше имя? Вилли Джексон. Кто ваши родители? Фермеры. В семье вы единственный ребенок? Нет. У меня 2 сестры. Что вы испытывали при бомбежке вьетнамских городов? Ничего. Я к этому привык. Ваше образование? Школа, военное училище. Любите ли вы читать? Нет. Ваше хобби? Охота. Что вы хотите в настоящий момент? Снова летать. Как вас зовут? Звали Дэвид Маклейн. Место рождения? Нью-Йорк. Ваши родители? Я их не знаю. Семейное положение? Холост. Самый счастливый день вашей жизни? У меня его не было. Сколько вы сделали вылетов? Это был 4-й. Имя? Майкл Куин. Социальное происхождение? Из семьи служащих. Что вас побудило бомбить вьетнамские города? Приказ. Я военный летчик. И ничто другое? Нет. Вам тоже говорили, что Северный Вьетнам хочет захватить Южный? Да, но меня не интересует политика. Сколько вам платили? $1000 за каждый вылет. Самый счастливый день в вашей жизни? Первый взлет. Что вы испытали при падении? Позор. Ваше желание? Вернуться домой. Ваше имя? Майкл Смит. Семейное положение? Холост. Место рождения? Штат Невада. Кто ваши родители? У меня одна мать. Ваша прежняя профессия? Автослесарь. Сколько было у вас вылетов? Около 10. Где были сбиты? Над Хайфонгом. На каком самолете летали? Б-52. Скажите, жалеете ли вы о содеянном? Что вы скажете на пресс-конференции? Ой, милый. Добрый день. Здравствуйте. До встречи.
Разрешите? Да, будьте любезны. Сколько лет вы были во Вьетнаме? Сколько были тут? Алло, представитель Лорд Стар. Почему вы стреляли? Здесь обращались. Когда вы приедете в США, вы полетите снова во Вьетнам? Нет, Почему? я больше не верю. Нас обманули. В чем? Нам сказали, во Вьетнаме нет советских ракет. И поэтому на эту страну можно сбрасывать бомбы? Вы считаете, что Соединенные Штаты неуязвимы? Да, считаю. И не делайте из меня дикаря. Мы выжигали только коммунистическую заразу Северного Вьетнама, который хочет захватить Южный. У вас 2 девочки и мальчик. 6, 8, 11 лет. Да, так. Скажите, вам бы хотелось, чтобы их постигла участь вьетнамских детей? Моим детям это не грозит. Вы признаете, что действия американцев во Вьетнаме носят варварский характер? Да. Я увидел здесь, что юг и север – это одно целое. Я убедился в том, что нельзя победить народ, который борется за свободу. Невозможно поработить людей, готовых отобрать хлеб у своих детей, чтобы прокормить нас, пленных, тех, кто пришел сюда с оружием. Сегодня я возвращаюсь в Нью-Йорк. Там я попытаюсь доказать, что эта война ничего не принесет моему народу, кроме позора. Я заявляю прессе, солдаты Соединенных Штатов воюют здесь в основном с детьми, женщинами, стариками. Я расскажу американскому народу о партизанах Кути, которые прорыли под землей 250 километров туннелей и там живут, женятся, рожают детей. И обороняются от моих соотечественников. Их выжигают, выкуривают газом, бомбят каждый день, забрасывают сорняками, чтобы нечего было есть. Они живут. Я объясню, что против Америки воюют не только партизаны Юга и солдаты Севера. Против США восстали все 50 миллионов вьетнамцев. Я прошла тропой Хошимина, изъездила города и деревни. Я видела это сама. Старики разбирают развалины. Дети ходят в разведку. Женщины стреляют из винтовок по самолетам. А у зениток стоят даже буддийские монахи. И не зря американские летчики назвали эту землю координатами смерти. Во Вьетнаме я поняла, если бы этой стране никто не помогал, если бы Россия вдруг перестала поставлять для ее защиты оружие и продовольствие, эти люди не сломились бы. Они воевали бы еще 8, еще 80, еще 800 лет. Но их никогда не поставить на колени. Я хочу спеть. Вы разрешите? Эту песню
Я написала недавно, мне не хочется, чтобы ее переводили во время исполнения. Я переведу ее содержание сама сейчас. Если во Вьетнаме не останется ни одного живого человека, с американцами начнут воевать слоны. Если истребят слонов, американцев будут клевать птицы. Уничтожит птиц. Солдат Соединенных Штатов примутся жалить муравьи, пчелы, пиявки. А исчезнут животные, змеи, птицы, все насекомые. На земле Вьетнама станет бурно расти трава. Расти до тех пор, пока не задушит и не обовьет последнего убийцу. И как нельзя разрубить пополам ладонью воздух, так невозможно искусственно разделить вьетнамский народ. Эти люди, их вечно зеленая земля, бессмертны. Should all the leaves fall off the trees, so scorched from bombs and poisoned water? Should not a single Vietnamese remain alive from cruel manslaughter? The elephants will rage and roar and wage against all the Yanks of war. And wage against all the Yanks of war. Should all the elephants be killed and all the fields be ruined to pieces? Yet life in Vietnam can be stilled. Again will rise some living species. The leeches, ants, and buzzing bees to sting the Yanks for the Vietnamese. To sting the Yanks for the Vietnamese. The birds and fish will peck and bite all those who came to kill and murder. The snakes will hiss from morn till night, and then more beasts will come up further. The animals will keep their ranks until they drive all away the Yanks. Until they drive all away the Yanks. Should all the beasts become extinct, the grass, the reeds will grow up tougher. And by the nature of instinct, they'll crush the Yanks for those who suffer. You cannot slash and have the breeze, not split the land of the Vietnamese, not split the land of the Vietnamese. You cannot slash and have the breeze, not split the land of the Vietnamese.